Всем привет! Меня зовут Валерия, и с сегодняшнего дня я запускаю проект под названием Brain Power, который направлен не только на изучение мозга, но и на жизнедеятельность человека в целом. Brain Power — это больше про сознание, про то, как способно эволюционировать общество, какие невероятные вещи способно сотворить и какие способы для этого мы можем применить. Однако, прежде чем говорить о чем-то грандиозном, необходимо взглянуть на основы и проблемы человечества. Принципы, речь о которых пойдет в данном видеоролике, являются фундаментом жизненного благополучия и ключом к подлинному счастью. Они играют роль основы, на которую крепятся остальные аспекты жизни. Но что же я имею в виду? Почему у вас не получается быть счастливым? Почему вы не можете делать то, что вам нравится? Почему вы не можете начать любимое дело? Или почему вы вовсе не понимаете и не знаете, чего вы хотите? Кто вы такой? В этом видео я отвечу на данные вопросы. Главной проблемой человека в отношении построения жизненного благополучия является то, что он забывает, что является частью природы. Кто вообще такой человек? Человек — это биосоциальное существо. В этом слове есть два корня — био и социально. И вот сегодня мы с вами обратим внимание на корень био, что говорит нам о том, что человек является частью природы. За то, что человек является частью природы, отвечает одна из граней благополучия жизнедеятельности человека. Я подготовила свою собственную схему треугольника благополучия жизнедеятельности человека. Вы можете наблюдать его на экране. Давайте обратим внимание на грань под названием биохимические процессы. Именно эта грань говорит нам о том, что человек является частью природы. У нас с вами есть как сознание, так и биологический механизм внутри. Если так подумать, то клетки нашей крови переносят кислород к другим органам и тканям без нашего вмешательства. Различные гормоны внутри нас также вырабатываются без нашего вмешательства. Процессы пищеварения также работают без нашего вмешательства. Но кто тогда все это делает? А это делает биологический механизм. Вот за что отвечает грань биохимических процессов. Также мы наблюдаем две другие грани. Это психическое состояние, либо психическое здоровье, да, психологическое здоровье, тоже можно его так обозначить, и физические способности. Все эти три грани непрерывно связаны между собой. Если хотя бы одна из этих граней страдает, то страдают и другие. Поэтому человек не может считаться полноценно живущим или даже здоровым, если хотя бы одна из граней благополучия жизни человека страдает. Давайте рассмотрим, каким образом эти грани имеют взаимосвязь. Я подготовила для вас пример с возникновением депрессии у человека. Возьмем с вами модель человека, у которого все в норме, и заставим употреблять его некачественную пищу, что сейчас так актуально в современных реалиях. Заставим употреблять ее сахара, рафинированные углеводы, например, макароны, алкоголь и фастфуд. Из этой пищи организм не будет получать никаких питательных веществ, соответственно, все внутренние процессы начнут давать сбой. Сейчас мы обратим наше внимание на кишечник. Микробиота или микробиом — это все бактерии, которые живут внутри нашего организма, на коже тоже. Полезные бактерии, которые живут внутри нашего кишечника, вырабатывают такие химические вещества, как нейромедиаторы и нейротрансмиттеры. Это такие химические вещества, которые обеспечивают связь между нейронами. А нейроны — это клетки мозга. Соответственно, у нас есть два с вами нейрона. Между этими нейронами есть канальчик. И по этому каналу бегают сигналы. И вот этими сигналами являются нейромедиаторы или нейротрансмиттеры, которые переносят информацию из одного нейрона в другой, позволяя им общаться. Так вот, эти бактерии вырабатывают нейромедиаторы, идентичны тем, что вырабатывает и сам организм. Естественно, бактерии, которые живут внутри кишечника, они живут там сами по себе и не являются частью организма. Но мы живем с ними в симбиозе, то есть у нас как бы сожительство с ними. Они не тревожат нас, мы не тревожим их, мы даем им питание, они нам дают нейромедиаторы. Вот как это происходит.
Но когда человек употребляет некачественную пищу, полезные бактерии не могут получать питательные вещества, соответственно, вредоносных бактерий становится намного больше, и они провоцируют воспаление в кишечнике. Когда у нас что-то не так внутри кишечника, то сигнал передается в мозг посредством блуждающего нерва. Это самый длинный нерв в нашем организме, который проходит от мозга ко всем внутренним органам. Из-за нехватки и из-за прекращения выработки этих веществ мозг получает информацию, и нам становится не так хорошо, как было, потому что нейромедиаторы, которые вырабатывают бактерии, это такие нейромедиаторы, как серотонин, дофамин, гамма-аминовая кислота, норадреналин, и там было еще какое-то, я, если честно, плохо помню. Но главное, что все эти нейромедиаторы, они отвечают за спокойствие, такое тихое состояние, счастливое состояние. И когда наш мозг понимает, что этот процесс был приостановлен, он начинает чувствовать себя плохо. Мы получаем информацию об этом, и уже становится не так приятно. И это, кстати, возможно, одна из причин, почему человеку может быть грустно без причины. Кроме того, что у нашей модели человека ухудшается психологическое состояние, да, на фоне нарушения биологических механизмов, также внутри самого организма происходит воспаление. От этого тянутся и другие проблемы. Повышается гормон стресса, ухудшается иммунитет. И, соответственно, если человек в данный момент не облагоразумится, то его определенно ждут онкологии. И на этом фоне, конечно же, еще сильнее развиваются раковые болезни. Видите, все взаимосвязано. В нашем мозге уже есть грусть. И мало того, что воспаление внутри кишечника ухудшает иммунитет и провоцирует выработку гормона стресса, так еще и грусть, которая давит на нас с вами, ухудшает наше психическое состояние. От этого также повышается гормон стресса, нарушаются просто все абсолютно процессы внутри организма. За счет этого мы не можем вести активный образ жизни, у нас появляется лень, хроническая усталость и депрессивное состояние. Соответственно, и страдают также физические способности. Это одна из граней благополучия. Вот вся эта взаимосвязь между гранями треугольника благополучия жизнедеятельности человека. И проблема-то в том, что люди не понимают, как устроен их организм, как устроено их сознание и что им нужно делать для того, чтобы жить полноценной, счастливой, приятной жизнью. К сожалению, это проблема, которая тянется с предыдущих поколений. Это мы с вами разберем в будущих роликах. Не переживайте, я остро хочу поднять проблемы поколений, социальные проблемы, проблемы взаимодействия людей. Самое главное, что вы должны взять из той информации, которую я вам сейчас предоставляю, это то, что необходимо обращать внимание на все, что происходит с вами и вашим организмом. Необходимо осознать себя как человека, как биологическое существо, как социальное существо, как существо, которое имеет духовную составляющую, которое имеет сознание, которое имеет ум. И все эти темы мы также разберем с вами далее. Поэтому, если вы так же, как и я, желаете, чтобы человечество двигалось вперед, а не разрушило и погубило самих себя, чтобы люди взращивали не потерянные поколения, а поколения, которые будут вести за собой, необходимо обратить внимание на все мной сказанное. Сейчас я не являюсь специалистом данной в области, но это пока что. Я уже поступила в университет и собираюсь остро изучать эти темы. Также я занимаюсь саморазвитием в областях, которым мне интересно заниматься. Я не претендую на истину, но я уверена в своих словах, что это правда, как минимум на 98%, так можно. Конечно, я оставлю 2% на помарки, так как я только развиваюсь, учусь и познаю этот мир, так же, как и вы познаете этот мир, несмотря на то, сколько вам лет и из какого вы поколения. Мы здесь для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы делать жизни друг друга лучше и помогать человечеству двигаться вперед. Надеюсь, что данный видеоролик откликнулся вам. Помните, что счастье
на самом деле. Это не что-то мифическое, это вполне биологическое состояние, это способность грамотно провоцировать свой организм на выработку всяких приятных гормонов. Вот что такое счастье. И чтобы постичь счастье, необходимо обратить внимание на тот самый треугольник благополучия жизнедеятельности человека. Я оставлю его внизу в описании. Также я, наверное, оставлю ссылки на другие социальные сети проекта, на то, как можно связаться со мной по поводу данного проекта. Я не уверена, что успею создать все социальные сети к моменту выпуска этого видеоролика, но если что, буду держать вас в курсе в комментариях под этим видео, так точно. И в следующих видеороликах я также, если что, сделаю объявление по этому поводу. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что, правда, эта информация вам откликнулась, и вы задумаетесь о том, что вы за человек, что вы вообще человек, что вы осознаете это, что вы начнете присматриваться к тому, что вы употребляете в себя, во сколько вы ложитесь спать, вообще как это все работает. Меня сейчас настигла мысль, что можно снять по каждой из граней жизнедеятельности человека отдельное видео и расписать, что же конкретно оно в себя включает, на что стоит обращать внимание. Наверное, я запишу эту идею и обязательно воплощу ее в жизнь. Я знаю, что мы с вами встретимся совсем-совсем скоро и сделаем как можно больше новых открытий. Благодарю вас за просмотр. Пока-пока.